Cześć wszystkim, nazywam się Jane. Od 4 lat mieszkamy z mężem i dziećmi w Polsce i przez ten czas bardzo się zmieniliśmy. W tym filmie opowiem, jak Polska nas zmieniła и jakie polskie nawyki przyjęliśmy. Miłego oglądania. Мы живем в Польше уже 4 года, и да, за это время мы сильно поменялись. Какие-то привычки у нас новые появились. И те, кто собирается только переезжать в Польшу, вам, думаю, будет интересно посмотреть это видео. Сможете почувствовать всю атмосферу того, что вас может ждать после переезда в Польшу, какие изменения могут с вами произойти. А те, кто уже живут в Польше, вы сможете легко себя узнать в этом видео. Так что заваривайте себе чай, кофе и поехали. Кстати, раз уж мы заговорили о жизни в Польше, я знаю, что многим из вас актуален вопрос легализации. Поэтому хочу рассказать о компании «Справочник иммигранта». Это команда, которая уже много лет помогает иммигрантам оформлять документы в Польше. У них есть офисы в Варшаве и в Познане. Также они вместе с клиентами могут ездить на подачу во Вроцлав и работать дистанционно по всей Польше, что очень удобно. Они предоставляют полное сопровождение от первой консультации и сбора документов до момента, когда вы получаете свою карту на руки. По промокоду КРУЗ вы можете воспользоваться специальным предложением. Это 20% скидка на оформление карты ПБТ для всей семьи и 50% скидка на оформление документов для ребенка. Если вы думаете, ой, у меня слишком сложный случай, то как раз справочник иммигранта работает именно с такими историями. Если вы получили, к примеру, отказ или слишком ждете долго свою карту, вам нужно подать на апелляцию, ускорить рассмотрение дела, то справочник иммигранта все берет под свой контроль. Каждому клиенту они подходят индивидуально, плюс у них фиксированные цены, без каких-то скрытых доплат и возможность оплатить в рассрочку на 3 платежа без процентов. Если честно, это огромная поддержка для всех, кто живет или только планирует переезд в Польшу, поэтому все контакты на справочнике иммигранта я оставлю в описании под видео. Обязательно заходите, чтобы получить свою карту без стресса. И не забудьте про промокод КРУЗ, который дает возможность получить специальные условия. А теперь переходим к нашей истории, ведь Польша повлияла на нас не только документами, но и, в принципе, образом жизни, привычками, какими-то мелочами, о которых мы раньше даже и не задумывались. Первая привычка, которую мы переняли, это сортировка мусора. До переезда в Польшу, в Беларусь, у нас обычно мусор шел весь в одно ведро. Там не было никакого разделения, и после того, как мы переехали в Польшу, мы поняли, что здесь придется мусор сортировать. Отдельно стекло, отдельно бумага, пластик, общие отходы. То есть, по сути, нужно здесь иметь 4 мусорки. Если честно, сначала меня это жутко раздражало, рассортировать мусор. Но сейчас это стало, знаете, такой семейной игрой, таким семейным челленджем. Каждый смотрит, чтобы все кинули мусор в то ведро, куда нужно. Не зря ведь Польша такая чистая страна. Здесь все следят за порядком, за чистотой, сортируют мусор, поэтому неудивительно. У нас здесь в квартире, конечно же, не 4 мусорки, а всего лишь 2. Остальные 2 мусорки — это бумага и стекло. Мы сортируем отдельно, просто выносим в коридор, и там у нас либо отдельные коробки, либо отдельные пакеты, куда мы это все складируем и потом выносим уже на улицу, ставим возле мусорки. Сейчас покажу вам наши мусорки. У нас стоят здесь 2 мусорки всего лишь. Это пластик и общие отходы. Картон и стекло мы просто ставим рядом с мусоркой. И раз в неделю приезжает машина и забирает весь мусор. Вот желтые ведра — это пластик, черные — это смешанные отходы. На предыдущей квартире, в которой мы жили в Польше, мусорки были не такие, а просто такие большие баки, но тоже все разделено на категории, да, никто не выбрасывал все в один бак. Здесь вообще, в принципе, такое не принято. Если ты будешь выбрасывать все в один бак, то даже могут дать штраф. И каждый раз, когда машина приезжает забирать мусор, она оставляет специальные пакеты. Вот, для бумаги прямо написано на пакетах и для стекла. И потом в эти пакеты мы складируем мусор. Вторая привычка – день добрый каждому соседу. В Польше здороваются везде, даже если видят тебя впервые.
Не то, что до Польши мы, например, не здоровались ни с кем, и с нами никто не здоровался. Нет, просто живя в Беларуси, мы жили в многоэтажном доме, 9-этажка. И, конечно же, мы здоровались только, и с нами здоровались только те люди, которые живут на нашем этаже, которых мы знаем в лицо. Все остальные, не всегда. Поэтому, как бы, можно сказать, что не всегда там все здороваются. Здесь, в Польше, даже если... Здесь нет, конечно, таких многоэтажек, и мы не жили в многоэтажках, но здесь здороваются абсолютно все. Не только твой сосед, но и может поздороваться там сосед, грубо говоря, с твоего дома, но, например, не который живет прямо рядом с тобой, а через несколько квартир или вообще на другом этаже. То есть здесь так принято. И это нормально. Были даже моменты, когда здесь, в Польше, я ездила снимать видео для своего YouTube-канала в деревню какую-то. И дети катаются на велосипеде, и они проезжают мимо нас и здороваются, говорят: «День добрый». Я сначала смущалась и думала, они что, нас знают, но на самом деле нет, просто здесь так принято. Сейчас мы уже к этому привыкли и сами здороваемся со всеми, кто нас окружает рядом. Третье – это свежий хлеб, свежая выпечка каждый день. Поляки на самом деле фанаты свежей выпечки, свежего хлеба, такого ароматного, хрустящего. В магазинах продается большое разнообразие разных булочек, разного хлеба на любой вкус. Мы раньше покупали хлеб вот в Беларуси как? Просто берем хлеб на неделю вперед, нарезной в пакете. Здесь тоже такой хлеб продается, но теперь мы покупаем хлеб свежий, теплый, горячий, буквально, если не каждый день, то через день. Четвертая привычка, о которой не могу не сказать, мы стали планировать все заранее, даже намного заранее. В Польше нет такого понятия «забежим по пути». Тут все планируется заранее. Абсолютно все услуги, например, бьюти-услуги, походы к врачам, запись, да, например, обслуживание автомобиля. Все планируется, все нужно делать по записи. То есть, если в Беларуси, например, можно было пойти просто по пути мимо парикмахерской, зайти и тебя постригут или там сделают маникюр, или, к примеру, просто прийти в поликлинику с ребенком и встать в живую очередь к врачу, к педиатру, например, так проходит. Здесь, в Польше, такого нет. К врачам, с ребенком, к педиатру все делается по записи. Все абсолютно услуги, парикмахеры, маникюр, абсолютно все по записи. Чтобы поменять колеса на машине, чтобы отвезти машину в СТО, тоже все делается по записи. Поэтому в Польше лучшим другом становится календарь, особенно если у тебя есть дети и не один ребенок, и нужно везде все запомнить, везде всех записать, поэтому календарь всегда при себе. Следующая привычка – это домашний уют. У поляков прямо культ уюта. Дома это всегда чисто, аккуратно, свечи горят, плед, чайник шипит. И вот этот уют, он реально впитывается. Не то, что до Польши мы не ценили уют. Нет, мы также любили чистоту и порядок, но здесь это в разы чувствуется сильнее. Мы стали больше ценить спокойствие, чистоту и дом. Все эти привычки пришли к нам незаметно. Просто живешь среди поляков и становишься немного поляком сам. Почкомат InPost в Польше – это просто гениальная вещь. В любом городе можно найти, на каждом шагу. Мы пользуемся сами часто этой штукой. Очень удобно, когда заказываешь посылки в интернете. На любых сайтах можно сделать доставку вот в такие почкоматы. В каждом районе они есть. Прямо рядом с нами несколько даже штук. Заказываем в определенный почкомат, посылка приходит без очереди, без нервов, приходим, забираем, все очень легко и просто. Я слышала, что поляки не все знают вообще, как пользоваться почкоматом. Вот меня смотрят многие поляки, напишите, вы пользуетесь почкоматом, заказываете в интернете посылки. Интересно очень почитать, может быть, это миф и все это неправда, так что пишите обязательно. Бывает, когда посылку заказываем сегодня и уже завтра она лежит в
в почкомате. Очень все быстро. Также мы часто заказываем посылки не в почкомат, а прямо на дом. Просто ставят под дверь. Даже могут не позвонить в звонок. Никто не украдет, никто не заберет. Об этом вообще можно не переживать. По поводу безопасности в Польше тут 100% все очень безопасно в этом плане. Поэтому посылку бросают прямо под дверь, приходишь, открываешь дверь и забираешь. Автоматические кассы в магазинах. Или, другими словами, кассы самообслуживания. Это очень упрощает жизнь. Рассчитываться сможет даже ребенок. У нас дети частенько сами бегают в магазин. И чтобы не стоять в длинной очереди, например, они идут на кассу самообслуживания. Эти кассы есть не только в магазинах продуктовых, но и также во многих других магазинах. Магазины одежды, например, магазин косметики, Росман, Сенсей, там тоже можно встретить эти кассы. И когда, например, большая толпа людей, праздники, все в магазинах, то такие кассы действительно очень спасают. Ну и, конечно же, жабка. В Польше жабки почти на каждом углу, что очень упрощает жизнь. Потому что работает жабка всегда, даже когда все остальное закрыто. Например, в выходные или даже в праздничные дни. Очень удобно, особенно если забыл просто хлеб или молоко купить. 5 минут и все уже дома. Не надо ехать далеко в магазин. Польша – страна для детей. Здесь все сделано для них. Я так считаю, очень много парков, детских всяких развлечений, детских центров, даже в торговых центрах, в банках, везде есть какие-то детские уголки для того, чтобы детям было комфортно, а родителям спокойно. В Польше всегда найдется место, куда завести ребенка, чтобы его развлечь. Очень большой выбор всего этого, многое что бесплатно, какие-то детские площадки, детские развлечения, какие-то события, да, для детей, представления, особенно они происходят обычно летом, либо весной, когда уже погода хорошая, тепло. Всякие мастер-классы для детей, все это тут бесплатно, можно найти, это очень здорово, и это, конечно, не может не радовать, особенно нас, у нас 3 детей. Еще одна мелочь, которая делает нашу жизнь проще здесь, это то, что мы перестали ходить на рынки. До переезда в Польшу, в Беларуси мы частенько ходили на рынки, покупали там сезонные фрукты, овощи, особенно летом арбуз, дыню, например, картошку мешками. Здесь мы этого практически не делаем. Тут хорошее качество продуктов по хорошей, адекватной цене. Все продается в магазинах, поэтому нет необходимости ходить на рынки. Здесь единственное, в сезоны, летом, например, за какими-то фруктами, ягодами мы можем сходить не на рынок, а на такие местные павильончики, палатки, которые стоят летом здесь практически на каждом углу, и покупаем там ягоды и фрукты, например. Так как у нас семья большая, мы обычно покупаем большой объем продуктов, например, мешок картошки, да, и нам не нужно ехать на рынок. Мы прямо здесь в магазине, например, в Бедронке часто продают картошку в таких прям мешках упакованную, поэтому мы прям покупаем целый мешок и везем домой. Но я также заметила, что и поляки не сильно часто ходят здесь на рынки, потому что мы снимали видео про рынок в Польше, а именно во Вроцлаве, самый крупный рынок. Можете посмотреть, здесь наверху будет напоминание. Кто не видел это видео, посмотрите. Мы туда сходили, сняли видео и больше ходить туда не хотим, потому что очень много народу, где 80% это были русскоговорящие украинцы. Поляков практически мы там не встречали. Поэтому я сделала вывод, что поляки на рынке особо не ходят. Контейнеры для одежды. Кажется мелочь, но упрощает жизнь тем, что тебе не надо думать, кому отдать старую одежду, выбросить ее или искать знакомых, родственников, кому можно передать или, возможно, продать. Ты просто сюда приносишь старую одежду, которая тебе уже не нужна, которая мала, и, возможно, ты кому-то поможешь другому. Отдавая в контейнеры вещи, чувствуешь, что делаешь что-то хорошее, что-то полезное в этом мире, тем самым помогая, возможно, другим людям, у которых нет возможности
покупать новую. Также нам очень сильно упрощает жизнь то, что здесь везде бесконтактная оплата. Неважно, что ты хочешь купить или за что рассчитаться, везде это можно сделать, не имея даже при себе карточки. Мы забыли вообще, что такое наличные деньги. У нас нет кошельков даже при себе, потому что у нас просто нет наличных денег. Единственное, у нас в машине могут быть какие-то копейки на всякий случай, дома какие-то копейки лежат тоже на всякий случай, и это максимум. С собой мы кошельки не носим, даже бывает карточку мы тоже с собой не носим, потому что можно рассчитаться телефоном. Прикладываем телефон, и оплата проходит. Даже мороженое можно купить телефоном. В общем, наличка полностью исчезла из нашей жизни, и это очень нам все упростило. И все, что я перечислила сейчас, это все делает тут нашу жизнь удобнее, немножко спокойнее, добрее. Мы тут чувствуем себя реально расслабленно и превращаемся уже немного в поляков. Теперь мы понимаем, почему поляки живут, так сказать, на споку. Иногда ловлю себя на мысли, что мы уже живем по-польски. Это все стало частью нашей жизни, а когда-то это все было непонятно и непривычно для нас. Не знаю, наверное, это уже и есть адаптация, когда ты перестаешь замечать, что ты уже дома. Напишите в комментариях, что думаете об этом. Я думаю, видео вам понравилось, так что подписывайтесь на мой YouTube-канал, если вы еще не подписались, и подписывайтесь на мой Instagram, там я тоже частенько бываю, мне будет очень приятно. Всем пока-пока, до новых встреч!